1000 лет ее серебристый свет вдохновлял поэтов, успокаивал взволнованных, ласкал влюбленных. А теперь Луна — первая станция грядущего похода человека к планетам Солнечной системы. Мы смотрим на нее уже глазами альпиниста, геолога, инженера. Вот она, наша давняя маленькая спутница. На ней нет атмосферы, нет воды. Голый, сухой каменный шар без блеска, без дымки, без облаков. В телескопе изображение Луны получается перевернутым. Около границы света и тени хорошо виден рельеф лунной поверхности. Лунный рельеф, он очень своеобразен. Всюду кольца. Больше всего просто круглых углублений с развороченными краями. Их называют кратерами. У некоторых в середине возвышается центральная горка. Кольцевые горы с равниной в середине называют цирками. Это цирк Птолемей, один из самых крупных. На его дне поместился бы весь южный берег Крыма, от Севастополя до Судака. Так Луна видна в телескоп при 1000-кратном увеличении. Из-за атмосферных помех это пока предел. Видимость рельефа на Луне меняется при разном освещении. Сейчас Солнце высоко, рельефа почти не видно. А теперь Солнце опускается к горизонту. Неровности выявляется все больше. По длине теней определяет высоту лунных гор. При косом освещении заметны даже холмики с основанием в полкилометра в виде такой точки с длинной тенью. Почему поверхность Луны такая странная? В одних районах на сотни и тысячи километров все изрыто, в других тянутся загадочные равнины. Неужели в этом хаосе можно разобраться? Можно. Смотритесь. Видно, например, что лунные горы различны по возрасту. В середине кадра кратер Тихо. Это свежее образование. Края кратера четкие, острые. А вот древний цирк Магин. Края его разрушены. На них много более молодых кратеров. Смотрите дальше. В истории Луны был период, когда жидкая лава затопляла низины. Потом она затвердела, образовались равнины. Сейчас их условно называют морями. Иногда лава заполняла отдельные впадины, как цирк Платон. А здесь лунная кора осела, горы наклонились, и лава затопила их с одного края. Всюду прослеживаются эпохи. Цирк Фракастор до морской. Он существовал до излияния лавы, а кратер рос после морской. Он возник уже на поверхности затвердевшего моря. Как же все это происходило? Единого взгляда на этот счет в науке не существует. По одной из гипотез, из раздробленных хлопьев первозданной космической пыли постепенно слипаются комки. Они укрупняются. Рождается планета. В недрах огромного шара растет давление, повышается температура. Но раскаленные камни не плавятся. Их молекулы так сжаты, что не могут сдвинуться с места. Наверху пласты теснят друг друга, смещаются, возникают разломы, мгновенно снижается давление, раскаленные камни переходят в жидкое состояние, образуется магма, она более легкая и по трещинам пробивается наверх, расплавляя встречные породы. Под корой планеты образуются магматические очаги. До поверхности остается один шаг. Что же происходит дальше? Какие силы взламывает лунную кору и выпускает на волю миллионы кубических километров огненно-жидкой магмы? Внутренние силы или внешние? Послушаем сторонников внешних сил, сторонников метеоритной гипотезы. Изучение лунной поверхности показывает, что магма изливалась только в результате ударов крупных метеоритов.
Это происходило примерно так. Разрушив кору, метеорит вскрывал магматический очаг. Иногда, раскалившись при ударе от резкой остановки, он сам плавил окружающие породы. В обоих случаях лава могла затопить место катастрофы. Потом она затвердевала. Получалась круглая впадина с плоским дном. Так на Луне возникли цирки, заливы и даже целые моря. И каждое образование получалось с одного удара. Теперь дадим слово сторонникам вулканической гипотезы. Изучение лунной поверхности показывает, что магма всегда изливалась сама за счет внутренних вулканических сил. Это происходило примерно так. Через трещину прорывалась лава. На этом месте вырастал вулкан. Находящийся под ним магматический очаг со временем истощался. Потухший вулкан постепенно частями оседал, проваливался. В течение миллионов лет на месте бывшего вулкана создавалась область обрушений, вулканическая кальдера. Из трещин продолжала поступать лава. Она затопляла дно кальдеры, и среди гор появлялась круглая равнина. Так возникли на Луне цирки, заливы и даже целые моря. В пользу этой гипотезы говорит хотя бы расположение кратеров цепочками вдоль глубинных разломов, как на Земле. А за метеоритную гипотезу говорят хотя бы светлые лучи вокруг многих кратеров. Это брызги раздробленных пород, разлетевшиеся при ударе. Брызги, но разлетевшиеся при взрыве вулканов. Их жерло было заткнуто застывшей лавой. А опыт с порошком? Вот комок порошка падает на рыхлый слой. Получаются типичные лунные кратеры, даже с центральной горкой. Центральные горки — это выдавленные лавовые пробки. Пример — земной вулкан Монпеле. Кратер Гигин. Метеорит ударил и расколол лунную кору. Наоборот, через старую трещину магма пробила себе жерло. Долина Альп — явная борозда от метеорита. А кратер в Аргентине заполнен лавой до краев. Это говорит об огромном давлении изнутри. Метеоритные кратеры есть на Земле. Хотя бы аризонский. Поперечник 1200 метров. Это вчерашний день. На Луне сегодня проявляется вулканизм. Жерло кратера Линней заполнила лава. В кратере Альфонс отмечали изверженные газы. Десятки лет тянутся подобные споры. Истину человек узнает, только лично добравшись до Луны, только на месте, все осмотрев и пощупав своими руками. Но до этого человеку придется ступить на Луну, а ведь Луна — иной мир. Хорошо, если нога первого космонавта почувствует под собой твердую скалу. А вдруг она погрузится в какую-нибудь трясину? Или утонет в рыхлой бездонной пыли? Или проломит хрупкую скорлупу и провалится? Проблема лунного грунта стала для астрономов, занятых изучением Луны, проблемой номер 1. О работах в этой области нам расскажут сами ученые. Итак, лунный грунт. Мы в Харьковской обсерватории у академика Барабашова. Самым первым для исследования лунного грунта был применен фотометрический метод. Его принцип вам объяснит наш сотрудник, много поработавшая в этой области, Валентина Александровна Федорец. Она даже приготовила наглядные пособия. Да. Вот здесь 3 образца поверхности. Все они окрашены одной и той же краской. Но здесь
поверхность гладкая. Здесь шероховатая, а здесь изрытая, ноздреватая, как у губки. Теперь попробуйте рассматривать их вот так, при разном освещении. Возьмите, пожалуйста. Сейчас свет падает на них по направлению от вас. Образцы по яркости кажутся одинаковыми. Теперь поворачивайтесь. Свет переходит на боковой. Яркость образцов меняется по-разному. Значит, по характеру изменений яркости можно судить о характере поверхности. Вот и весь принцип. Практически мы фотографируем Луну при различных фазах. При разных углах освещения, затем промеряем плотности негативов, смотрим, как изменяется яркость. А потом на основании этого судим о степени шероховатости лунной поверхности. Что же оказалось? Оказалось, что лунная поверхность ведет себя, как вот этот образец. Она изрыта. Как же измерить размер неровностей лунного грунта? Для этого существуют различные методы. Например, радиолокационный. Посланные нами метровые радиоволны возвращаются обратно только от середины Луны. Как будто склоны лунных гор и лунные равнины зеркально гладкие. Значит, неровности лунного грунта по сравнению с данной радиоволной ничтожно малы. Совсем иначе ведут себя световые лучи, имеющие длину волны меньше микрона. Они прекрасно отражаются обратно к Земле, даже от краев лунного диска. Значит, неровности лунного грунта по сравнению с длиной световой волны достаточно велики. Получается, что они меньше метра, но больше микрона. По-видимому, лунная поверхность покрыта чем-то вроде мелкого щебня из раздробленных вулканических пород. Космонавт не споткнется. Он может провалиться, вдруг этот щебень окажется хрупким. Я считаю это маловероятным. Снимки американцев, сделанные с помощью Ranger 7, подтверждают мое мнение. Но все же поговорите с теми, кто измеряет температуры на Луне. Например, с профессором Марковым Александром Владимировичем в Пулковской обсерватории. Измерение температур лунной поверхности производилось нами в Пулкове и на других обсерваториях. Интересные результаты в последнее время на Крымской обсерватории получили физик Михаил Николаевич Марков и астроном Вера Львовна Хохлова. Изображение Луны диаметром 25 сантиметров получается в фокусе телескопа вот здесь. Диафрагма вырезает из него маленький участок, который соответствует там, на Луне, всего 15 километрам. Внутрь прибора проходит уже только узкий пучок тепловых лучей от данного участка Луны. Здесь пучок расщепляется, направляется на два приемных устройства, преобразуется в электрический ток и регистрируется самописцами. Одно приемное устройство, фотосопротивление, воспринимает инфракрасные лучи с длиной волны только 3,5 микрона. Другое, болометр, только 10 микрон. Таким образом, мы получаем как бы две точки кривой теплового излучения и по ее наклону вычисляем температуру. Интересно, как по температурам лунного грунта вы судите о его свойствах? О свойствах лунного грунта мы судим не по самым значениям температур его, а по скорости их изменения. Вот ход этих температур во время полного лунного затмения. Это момент начала затмения. Здесь Луна полностью вошла в земную тень. И температура того же участка Луны за 1 час упала на 200 градусов. Значит, Луна прогревается только у самой поверхности. Далеко вглубь тепло не проходит. Это указывает на чрезвычайно малую теплопроводность лунного грунта. Отсюда возможен только один вывод. Поверхности и лунных гор,
и равнин очень пористы. Какая же может быть глубина пористого грунта на Луне? Глубину пористости лунного грунта пытаются исследовать радиоастрономы. Много в этом отношении сделал профессор Троицкий из Горьковского радиофизического института. Луна, как всякое нагретое тело, излучает не только тепловые лучи, но и радиоволны. Тепловые лучи идут к нам от поверхностного слоя, а радиоволны с некоторой глубины. При этом с большей глубиной идут более длинные волны. По интенсивности радиоизлучения можно судить о температурах в толще лунного грунта. Излучение Луны принимается вот этим радиотелескопом. Записывается. А как перевести эти записи в градусы температур? Для этого там на горе стоит наша искусственная Луна, большой черный диск. Температура его нам точно известна. Сейчас излучение диска записали. Его опускают, чтобы записать излучение чистого неба. Потом телескоп поворачивают и записывают излучение настоящей Луны. Запись выглядит вот так. Это излучение диска, это небо, а это настоящая Луны. Путем сравнения записей высчитываем температуры в толще лунного грунта. Что все это дало? Это дало многое. Оказалось, что с глубиной колебания температуры уменьшаются. На поверхности Луны температура в течение лунного месяца меняется очень сильно. На глубине 20 сантиметров меньше, а на глубине 1,5 метра практически остается постоянной. Кроме того, если максимальная температура на поверхности достигается в полнолуние, то на глубине на несколько дней позднее. Все это говорит об очень низкой теплопроводности лунного грунта в его толще. По химическому составу он, вероятнее всего, схож с обычными земными горными породами. Однако по структуре лунный грунт от них резко отличается. Он очень пористый, на глубину, по крайней мере, нескольких метров. Что же это за вещество? Этим вопросом много лет в Ленинградском университете занимался профессор Шаронов. Лунный грунт бесспорно не является толстым слоем рыхлой пыли, как некоторые предполагают. Пыль сыпуча, и потому не могла бы удержаться на крутых склонах лунных гор. Мы пытались найти на поверхности Земли какое-нибудь другое природное вещество, сходное по свойствам с лунным грунтом. Искали вещество, пористое внутри, с поверхности изрытое, с низкой теплопроводностью. Ближе всего подошли вулканические шлаки. Вот они. А это лапилли, комочки шлака, разбрызганного вулканом, застывшие на лету. Они очень пористые, как пемза, но в то же время достаточно прочны. На равнинах лапилли могли бы образовать слой со свойствами лунного покрова. Однако, подобно пыли, они сыпучий материал, и потому им тоже не удержаться на крутых склонах гор. Между тем, частицы лунного покрова бесспорно спаяны и между собой, и с той скалой, на которой они лежат. В поисках природы вот такого спаянного и в то же время шлакообразного лунного покрова в нашей обсерватории возникла метеорно-шлаковая гипотеза. Я передаю слово автору этой гипотезы, профессору Надежде Николаевне Сытинской. Лунный покров в различных районах Луны, хотя и немного, но все же различается по цвету. По-видимому, он всюду образовался из местных пород под влиянием каких-то общих для всей Луны внешних факторов. Скорее всего, виновны мелкие метеориты. Многие из них ударяются в Луну с такой силой, что взрываются. Часть испарившегося вещества конденсируется и оседает вблизи места взрыва.
образуется спекшаяся пузыристая масса, спаянная с коренной породой. За миллиарды лет мог нарасти слой огромной толщины, сплошь покрывший все горы и равнины. Интересная гипотеза. Но не ясна все же толщина слоя. Нет данных о его прочности. Вы хотите, чтобы астрономы ответили сразу на все? Они работают. Изучается отражательная способность и собственное свечение лунного грунта, его инфракрасное излучение. Но теперь, пожалуй, быстрее уточнить все это на месте. Ведь космонавтика скоро нам это позволит. Космонавтика. Как прекрасна эта новая область человеческой деятельности. В 1957 году Советский Союз запустил первый спутник. В 1958 году уже начались запуски ракет к Луне. Америка на старте ракета Тор-Эйбл. В ее головке прибор, который должен стать спутником Луны. Тор-Эйбл покидает Землю, направляясь к Луне. Но первый блин комом. Ракета падает в океан. Снова взлет. Прибор «Пионер» должен пролететь вблизи Луны. Но у ракеты не хватило сил. Ни у первой, ни у второй, ни у третьей. Далеко. Ох, как далеко до цели. Штурм Луны начинает Советский Союз. В январе 1959 года отправляется в полет «Лунник-1». Он проходит мимо Луны на расстоянии всего 1,5 ее диаметров. Блестящий для первого раза. Вдогонку мчится «Пионер-4». Он добирается до лунной орбиты, правда, в стороне от самой Луны. Снова бушует море огня. В сентябре 1959 года стартует «Лунник-2». Проходит 36 часов. Первое попадание. На Луну доставлен советский вымпел. Впервые люди коснулись другой планеты. Штурм продолжается. Снова уходит в небо мощная ракета. Лунник-3 огибает Луну. Новое чудо. По команде с Земли система ориентации направляет на Луну фотокамеры. Начинается съемка. Грандиозная победа человеческого гения. Получены фотографии обратной стороны Луны. Впервые изображения переданы из космоса по радио. Великая цель требует все новых средств. В Америке создан аппарат «Рейнджер». На нем установлены телевизионные камеры для съемки Луны с близкого расстояния. Ракетная система «Атлас-Агена» поднимается с космодрома на мысе Кеннеди. Один за другим летят в космос посланцы американских ученых. Но Луна словно заколдована. Рейнджеры то проходят мимо цели, то, испортившись в полете, врезаются в нее. 7-й раз Атлас-Агена уходит в полет. На этот раз Рейнджер идет прямо на цель. По программе происходит разворот. Телевизионные камеры нацеливаются на Луну. Началась передача изображений. Стремительно приближается поверхность таинственной планеты. Она все ближе, ближе. Удар! Рейнджер разбился. Зато получены тысячи снимков. На последних видны детали лунного рельефа размером меньше метра. Одновременно с фотосъемками Луны дорогу к ней продолжает осваивать человек. В Советском Союзе впервые в истории осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство. Это подлинные документальные кадры. Они сняты 18 марта 1965 года автоматической кинокамерой, установленной на борту космического корабля «Восход-2». Пилотирует корабль Павел Беляев. Вышел из корабля Алексей Леонов. Человек в межпланетном пространстве. И он живет, работает,
улыбается. Значит, люди смогут стыковать корабли, монтировать орбитальные станции, пересаживаться с ракеты на ракету, выходить из аварийных ситуаций. Смелый и важный шаг совершен по пути к Луне. И первыми совершили его советские люди. Штурм продолжается. На очереди дальнейшая отработка элементов космических полетов, доставка на Луну разведочных автоматов. И только потом с Земли на Луну полетит человек. Как он полетит? Достигнуть Луны ракета может, только разогнавшись при взлете до чудовищной скорости, 11 километров в секунду. На это уходит все топливо, которое она может вместить в себя. Оставшись без топлива, ракета становится неуправляемой. Она врежется в Луну, как снаряд в мишень, разлетится вдребезги. Такая посадка называется жесткой. Для живых существ она не годится. Выход один. Вместо этого полезного груза, обреченного на гибель, ставим того же веса маленькую самостоятельную ракету, заправленную топливом. Дав задний ход, она притормозит свой полет и совершит мягкую посадку. Но полезный груз, доставленный такой ракетой на Луну, будет, конечно, много меньше. Но ведь груз нужно еще вернуть на Землю. Значит, и эта головка, в свою очередь, должна представлять собой еще меньшую самостоятельную ракету. Она взлетит с Луны, приблизившись к Земле, затормозится атмосферой, после чего ее полезный груз спустится на парашюте к нашим ногам. Такая махина полетела на Луну, и вот что вернулось. Сегодня можно вернуть с Луны лишь 1000-ную долю того, что было отправлено. Хотим вернуть с Луны тонну, надо отправить ракету весом в 1000 тонн. Одноместная кабина космонавта — это примерно 5 тонн. Значит, чтобы слетал на Луну и обратно хотя бы один человек, надо построить ракету весом в 5000 тонн. Вот такую. Высотой 100 метров. Пока это нереально. Разрабатывается обходной путь. Одну гигантскую ракету заменяет несколькими меньшими. Головную часть корабля, его полезную нагрузку, разделят на части. Их поочередно выведут на орбиты спутников Земли. Там части соединят. Собранный корабль отправится к Луне. Этот метод встречи сможет применяться на разных этапах полета. Вот один из проектов. Корабль для экономии топлива сам на Луну не садится. Часть экипажа совершает посадку на особой маленькой ракете. Осмотревшись, космонавты взлетают. На орбите происходит встреча. Космонавты переходят на корабль и на нем возвращаются на Землю. Вариантов много, неизвестно, по какому из них пройдет первый полет. Но человек на Луне будет. Будет в самые ближайшие годы. Давайте же пофантазируем. Пройдет несколько лет. По Ленинскому проспекту в Москве вот так будут ехать счастливцы, вернувшиеся из первого полета на Луну. Нам думается, их будет 3. Один ученый, например, астроном, самый серьезный из всех, философ. Другой пилот корабля, инженер, человек сугубо практический, шутник. А третьим нам хочется, чтобы была девушка. Пусть она будет врачом или биологом, а по натуре художником. Когда торжественный шум приветствий стихнет, мы попросим космонавтов: расскажите нам просто, неофициально, как там? Ведь это была первая встреча человека с Луной. И вот космонавты ведут нас мимо ценнейших научных материалов, привезенных с Луны. Мимо лент самописцев, коллекции минералов, образцов грунта.
Они предлагают нам посмотреть свои любительские кинозарисовки. Каждый снимал, что хотел. Для души. Вот очерк, снятый космонавтом-ученым. «Луна. Встреча». Местом посадки заранее был выбран район кратера Коперник. Точнее, его южные отроги. Первые люди первый раз приближаются к другой планете. Автоматическая кинокамера вела непрерывную съемку во время посадки. Снят величайший момент в истории жизни на Земле. Миллиарды лет тому назад на Земле появилась первая живая клетка. Из нее развилась могучая биосфера, окутавшая планету. Наконец, появился человек. Когда-то жизнь вышла из океанов на сушу. Сейчас она выходит за пределы планеты. Идет процесс непреодолимого развития и распространения жизни. Приближается первый остров на пути человека в просторы космоса. Мы не найдем здесь ни одного нового химического элемента. Здесь действуют единые для всей Вселенной законы природы. Но здесь другие масштабы, другие пропорции, другие сочетания. Иная сила тяжести. Космос соприкасается с грунтом, а это значит новые неведомые землянам минералы, новые ландшафты, а может быть и особые формы жизни. Первые люди первый раз садятся на другую планету. Вот и все. Как просто это произошло. Теперь посмотрим, что больше всего заинтересовало космонавта-инженера. Луна. Обстановка. После полета в состоянии невесомости наконец появился вес. Но какой? Посмотрите, как медленно падают предметы. Вес 1/6 земного. Предметы кажутся пустыми, а инерцию сохраняет обычную, земную. Молоток забивает гвозди нормально, а весит. Вот, мы смяли газету. А потом попробовали положить на нее молоток. Он даже не в состоянии ее примять. Лежит сверху, как коробок спичек. Меня лично очень огорчил лунный грунт. Прочность его оказалась ниже ожидаемой. Человека он не держит. Вездеходы придется делать с очень большой опорной поверхностью. Хуже всего, что не знаешь, какой глубины этот хрупкий слой. Около корабля глубина оказалась небольшая. А вот здесь, у скалы, вообще дна не достать. Наверное, хрупким слоем закрыта глубокая трещина. Короче говоря, ходить опасно. Пробовали одевать лыжи. Держит, но неудобно. Очень тяжелые температурные условия. Вот 2 обыкновенные резиновые перчатки. Одну я кладу на солнце, а другую в тени. Проходит час. И вот что стало. Это расплавилось от 100-градусной жары, а это ломается от 100-градусного мороза. Очень неприятная вещь – вакуум. Обычные земные механизмы здесь не работают. Металлы склеиваются, трущиеся детали заедают. Все потому, что смазка сразу испаряется, и даже воздушной прослойки нет. В наших приборах подшипники особые. Впрочем, и они заедают, если сутки бездействуют. Но вакуум и очень забавная вещь. Вот полюбуйтесь.
разворачиваю газету. Бросаю. Она летит, не встречая ни малейшего сопротивления. Конечно, на Луне все очень непривычно, трудно. Но все же человек, хоть он тут легкий, точно пустотелый, и на Луне будет царем природы. Вот так. А вот это произведение девушки-космонавта. «Луна. Впечатление». Когда мы пришли на Луну, никто не встречал нас, никто не испугался. Мы застали безразличное ко всему мертвое царство, неподвижное, точно нарисованное. Невольно ждешь, что этот мир оживет с восходом солнца. Но разве это пробуждение? Странное утро. Нет шелеста листьев, нет пения птиц, нет журчания ручья. Этот мир радуется молча. Впрочем, здесь не все мертво. Здесь движутся тени. Они убегают от ослепительного солнца, съеживаются, забираются под камни, а вечером снова расползаются по равнинам. Карабкаются на горы. Здесь их царство, сказочное царство теней. Обычно здесь солнце проходит по небу мимо Земли. Но сегодня оно решило спрятаться, и Земля стала чудесным красным кольцом. Багровый свет залил спящее царство. Мы попробовали в этот момент разбудить его. Вздрогнул один камушек, шарахнулся, сорвался, переполошил соседей. Страшно. Так и кажется, что сейчас донесется оглушительный рев, треск, громовые удары. Нет, это беззвучный мир. Целая планета может погибнуть рядом, а человек ничего не услышит, словно отгороженный толстым стеклом, потусторонний волшебный мир. Мир вечной тишины. Мы долго бродили вокруг. На сотни километров тянутся унылые равнины. Зато местами вдруг натыкаешься на подлинные чудеса. Здесь нет озорных ветров и разрушительных дождей, и потому сохранено все, что создала неиссякаемая фантазия природы. Ученые говорят, что это смерзшиеся кристаллы охлажденных газов, сухари. Это чудесные симфонии, выраженные языком молчания. Или окаменевшие души сказочных героев, вроде этой Бабы-Яги. Вы считаете этот мир уныло-бесцветным? Неверно. Смотрите, когда-то здесь из раскаленных глубин вырвался огонь, унося богатство недр. Холод черной бездны охватил пламя. Оно шарахнулось в страхе, попятилось, и там, в темной пещере, умирая, положила похищенные сокровища. Из охлажденных паров огненной магмы выросли чудесные кристаллы. Природа заботливо спрятала их среди скал. Но человек нашел эти каменные цветы, созданные планетой из жара ее сердца. Значит, он достоин их. Все? Конечно, нет. Вместе с нашими новыми друзьями-космонавтами мы мечтаем о будущем Луны,
Это будет обжитая Луна. Луна человеческая. Пройдут десятилетия. На Луну полетят уже не герои-разведчики, а сотни, тысячи рядовых самоотверженных тружеников. Суровый мир достанется человеку, и все же он рвется сюда со своей уютной цветущей земли. Его влечет сюда жажда знаний. Но человек нежное, оранжерейное существо. На Луне его грозят уничтожить метеоритные обстрелы, губительные облучения, чудовищные колебания температур. От всего есть защита. Мы, инженеры, построим на Луне особые укрытия. Будем делать глубинные взрывы. Создадим внутренние полости, а в них удобные жилища. Человек внедрится в толщу Луны, как семя в почву, а потом поднимется, как упругий росток. Поднимется и начнет свое великое наступление на лунную целину. Молодая наука планетология вступит в фазу бурного развития. Изучая Луну, сравнивая ее с Землей, геологи поднимутся на самые высокие вершины, спустятся в самые глубокие трещины. Сколько романтики будет в их работе. А сколько опасностей. Я представляю себе мрачный кратер, черный-черный, вот такой. На дне его разгадка какой-нибудь научной проблемы. И в эту адскую пропасть спускаются люди на чудо-машине. Шаг за шагом они движутся к намеченной цели. Это будут герои, подобные Колумбу, Пржевальскому, Лазареву. Пожалуй, более отважные. Луна коварнее джунглей, неприступнее Памира, суровее Арктики. Безграничная преданность науке. Триумф инженерного гения. Величественная сказка. Луна не только хранительница тайн природы, она и кладовая сокровищ. Из ее недр хлынут потоки ценной руды. Красивых самоцветов, может быть, даже золота. Вполне вероятно, что человек в лунных недрах найдет нефть. Это поможет решить проблему ее происхождения. Даст местное топливо. И сырье для синтетики. На полюсах, на дне кратеров, в зоне вечной тени возможны залежи льда. Люди получат дешевую местную воду. А из воды кислород для дыхания. На Луне будет создана мощная служба Земли. Может быть, на этих вот скалах вырастут инженерные сооружения. Красивые, что-нибудь в этом роде. Десятки радиоантенн, телескопов, чувствительных приборов будут нацелены на нашу планету. Со стороны многое виднее. Еще бы. Лунная метеостанция избавит землян от превратностей погоды. Все полушарие Земли будет видно на экране какого-нибудь огромного кинескопа. Дежурные синоптики, нажав кнопку лифта, без труда перенесутся в любой район планеты. На Земле радиосвязь между континентами очень неустойчива. Она наверняка уступит место лазерной связи через Луну. И окажется, что далекая Луна сблизит наши земные континенты. Солидную базу получит глобальное телевидение. Конечно, трансляция через Луну будет дешевле и качественнее, чем с помощью спутников и радиорелейных линий. Значит, и здесь Луна теснее свяжет людей. Они лучше поймут друг друга. А это гелиосектор. Здесь будут непрерывно наблюдать за Солнцем. Фиксировать все процессы на его поверхности. Это позволит составлять долгосрочные прогнозы солнечной деятельности. И давать радиационные предупреждения космонавтам
которые находятся в пути. А знаете, друзья, что, на мой взгляд, самое ценное на Луне? Что? Пустота. Это верно. Особенно для астронома. Конечно. Мутная атмосфера не будет заслонять от нас космос. В погоне за лучшим обзором вознесется к небу станция по изучению космических лучей. А где-нибудь рядом, в огромном кратере, расположится радиотелескоп небывалой мощности. Он будет способен ловить сигналы далеких цивилизаций. Самых далеких. Наверное, будет сооружена и какая-нибудь остроумная ловушка для космических пылинок. Мощные инструменты будут следить за соседними галактиками. Луна, между прочим, несет подлинную революцию в область оптических телескопов. Пониженный вес. Это позволит намного увеличить размеры инструментов. Правильно, но главное, ни пыли, ни туч, ни дрожащих струек воздуха. Оптика позволит применять увеличение в сотни тысяч раз. Ученые используют телевизионную технику. Наблюдатель будет какой-нибудь сверхчеловек, страшно серьезный. А, по-моему, наоборот. Вот такой смешной лохматый паренек. Но по уши влюбленный в астрономию. И виртуозно владеющий инструментом. Конечно. Каждую минуту он будет совершать мировые открытия. Что он видит сейчас? Наверное, на экране появился Марс. Молодой гений открывает на нем жизнь. Разумную жизнь. Он видит марсианский город. И по шоссе в шикарной машине мчится Аэлита. Познание Вселенной ускорится и средствами космонавтики. Еще бы! Ее возможности на Луне возрастут. Пониженный вес облегчит отрыв, а отсутствие атмосферы позволит разгоняться горизонтально. Дешевую электроэнергию дадут солнечные батареи. Наступит время, когда научные городки покроют Луну густой сетью. Их свяжет удобный транспорт, работающий все на той же электроэнергии. С полюсов по трубам придет в населенные пункты вода. Человек разведет зелень в оранжереях среди мертвых скал. Это даст людям витаминную пищу. Сырье для химии? Витамины, сырье. На Луне вам подарят цветы. Широким фронтом поведет человек благоустройство дикой планеты. Своего рабочего места. Своего нового дома. По-видимому, возникнет особая архитектура лунных сооружений. Их будем строить мы, инженеры. В содружестве с художниками. Лунные города должны быть прекрасны. Люди разных профессий будут бороться за право жить и работать в них. Еще бы. Именно здесь, покоряя космос, человек сильнее ощутит силу своего разума. И, наверное, лучше осознает свою истинную роль во Вселенной. Человек станет на Луне крепко. Конечно. И, вы знаете, мне кажется, наступит такой день, когда по улицам этого города засеменят ножки ребенка. Первый человек, родившийся в этом суровом мире. Родившийся для новых подвигов. Никогда не видевший Земли. Вот он. С него начнется новое поколение людей, жителей Солнечной системы. Сколько впереди нового. Сколько нас ждет интересной работы. Сколько мы увидим прекрасного. Будет ли все это? Будет. Будет так, как говорил великий Циолковский. Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы,
а потом завоюет себе все околосолнечное пространство. Счастливого тебе пути, человек!